Новый день и новые бедствия. Наводнение в Испании, вызванное остатками урагана Габриэль. Во Вьетнаме прошел мощный торнадо, унесший жизни не менее 6 человек. На западе Турции произошло землетрясение. А в России тем временем на Урал уже пришла зима. В сегодняшнем выпуске расскажем также о леднике в Чили и о самом высоком мосте, который построил Китай. Приветствую, друзья! И сразу переносимся на Урал, где осень этого года сдалась без боя. Ранним утром 28 сентября белые хлопья впервые в сезоне укутали Челябинскую и Свердловскую области. Мокрый снег прошел также в Башкирии. Арктический холодный фронт ворвался на Урал, принеся резкое похолодание. В Челябинской области снег добрался также до Златоуста и Миасса. Продолжающиеся осадки в виде дождя постепенно перешли в снегопад. Несмотря на предупреждения метеорологов о вероятных заморозках, многие водители не успели или не посчитали необходимым произвести замену летних шин на зимние, что усугубило ситуацию на дорогах. Всего за несколько минут интенсивного снегопада дорожное покрытие стало опасным для движения, а видимость значительно ухудшилась. На федеральной трассе М5 в районе Златоуста Челябинской области возникли масштабные перебои в движении транспорта и образовались многокилометровые пробки. Метеорологи утверждают, что похолодание носит временный характер, и в ближайшее время на Урале вновь установится плюсовая температура, способствующая полному таянию выпавшего снежного покрова. Сегодня 28 сентября 2025 год, 1737 километр автодороги Москва-Челябинск. Идут обильные осадки в виде снега. Качканар, СКМ, снега. Поезд тайваньских железных дорог, следовавший 24 сентября по живописной восточной прибрежной линии в город Луе, врезался в огромный булыжник, скатившийся со склона. Инцидент произошел в сейсмоопасном горном регионе, где обвалы – частая угроза. Благодаря оперативной реакции машиниста ущерб удалось минимизировать. Столкновение произошло в момент торможения на скорости 40-50 км в час. Сообщается, что никто не пострадал. Повреждены локомотив и первые вагоны. Движение остановилось на 6 часов. Железнодорожный оператор на время расследования ограничил скорость движения всех составов на данном участке дороги. Остатки урагана Габриэль, ослабевшего до посттропической депрессии, ворвались в Восточную Испанию, неся с собой проливные дожди и угрозу наводнений. 28 сентября шторм обрушился на побережье Валенсии и Аликанте, принеся с собой более 100 мм осадков за 12 часов и сильные наводнения в долинах рек Реквена и Кофрентеса. Спустя несколько часов сильные грозы с градом и ливнями обрушились на Арагон, превратив улицы Сарагосы в бурные реки и вызвав локальные наводнения в столице провинции и пригородах. Осадки, достигавшие 50-80 мм за несколько часов, привели к переполнению каналов, подтоплению домов и перебоям в движении общественного транспорта. К вечеру ситуация обострилась, и в пригородах местами уровень воды достигал 1-1,5 метров. Спасатели провели более 30 операций, эвакуировав семьи из затопленных квартир и автовладельцев из машин. Всего под водой оказалось более 150 домов, эвакуировано свыше 200 человек, более 20 километров дорог остаются затопленными. Власти объявили в регионе чрезвычайное положение. Габриэль, пик силы которого пришелся на 22 сентября, это часть аномально активного сезона атлантических ураганов 2025 года, когда изменение климата усиливает интенсивность осадков. К счастью, жертв нет, но власти призывают к осторожности. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе.
северной провинции Ниньбинь во Вьетнаме прошел мощный торнадо, унесший жизни не менее 6 человек и ранивший около 20 других. Торнадо, вызванные сильными грозами и ураганными ветрами от тайфуна Боулуай, пронесся по районам Ким Сон и Янхань, разрушив десятки домов, школ и линий электропередач. На пике силы скорость ветра достигала 200 км в час. По данным местных властей, менее чем за 10 минут торнадо оставил после себя хаос, повалив деревья, разрушив здания и вызвав отключение электричества в нескольких коммунах. К полудню власти эвакуировали около 200 жителей из зоны бедствия. Гражданская оборона Вьетнама провела более 100 поисково-спасательных операций. Вчера тайфун Боулуай, усилившись в Южно-Китайском море, вышел на побережье центрального Вьетнама с ветрами, достигавшими 140 км в час. Он спровоцировал не только торнадо в Ниньбине, но и наводнения в соседних провинциях Хатинь и Ниан. Общие потери от тайфуна Боулуай в стране 9 погибших и 17 пропавших без вести, хотя эти цифры еще могут вырасти. Запад Турции вчера сотрясло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр толчков находился в провинции Кютахья, 27 километрах к северо-северо-западу от города Симаф. Очаг залегал на глубине от 8 до 10 километров, что заметно усилило ощутимость толчков на поверхности. Землетрясение длилось 15-20 секунд. В домах жителей Симава и соседних районов раскачивались люстры, падали посуда и мебель. Ощутили толчки также в Стамбуле, мегаполисе с 16 миллионами жителей. Жители поспешно выбегали из офисов, магазинов и домов на улице. На 10 минут остановилось движение метро. Через 10-15 минут последовал авторшок магнитудой 4. Всего за последующие часы было зарегистрировано более 20 слабых толчков. К счастью, по данным Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями, жертв и серьезных разрушений нет. Команды специалистов проводят дополнительное обследование зданий на повреждения. Сейсмическая активность в Анатолийском тектоническом поясе, где сходятся африканская, аравийская и евразийская плиты, не редкость. В 2019 году произошло землетрясение магнитудой 5,9. В 2025 году это уже третье сейсмособытие в провинции. В китайской провинции Гуйчжоу, где горы и ущелья формируют суровый рельеф, 28 сентября официально открылся мост через ущелье Хуажьян – новое инженерное чудо, затмевающее все предыдущие рекорды. На высоте 625 метров над рекой Бэйпань этот мост стал самым высоким в мире по расстоянию от проезжей части до дна ущелья, обогнав предыдущего лидера – мост Бэйпаньчжянг в этой же провинции всего на 60 метров. Построенный за рекордные 3 года за $280 миллионов, мост сокращает путь через ущелье с 2 часов до 1,5 минут, соединяя специальные районы Лиуджи и Анлунг. Это не просто транспортный объект, это символ мощи китайской инженерии, который уже привлекает туристов и устанавливает новые стандарты в строительстве в горной местности. Провинция Гуйчжоу, где расположена почти половина из 100 самых высоких мостов планеты, к 2030 году планирует построить еще 10 подобных мостов, соединяя таким образом труднодоступные, отстающие в развитии регионы высокоскоростными дорогами и стимулируя их рост. Страдает в эти дни и Индия. Сильные муссонные ливни обрушились на штат Махараштра, вызвав наводнение в городе Насик и подтопление в Маратваде. Из-за обильных осадков и сброса воды из дамбы Гангапур уровень воды в реке Годавари в Насике вырос на 7-8 метров буквально за 10 часов. Маленькие храмы в Рамкунде и Гадахат ушли под воду, а связь с деревнями в Калване оказалась прервана. В Маратваде, традиционно засушливом регионе, дожди хлестали с ночи, в результате чего район Чхатрапати-Самбхаджанагар получил за сутки 110,3 мм осадков. Это привело к сильному наводнению и массовым эвакуациям. Сильные осадки и сброс воды из водохранилищ оживили пещеры Аджанты, превратив склоны в мощные водопады, стекающие по фасадам древних буддистских пещер.
В результате наводнений в Маратваде пострадало более 159 деревень, разрушено 377 домов, эвакуировано свыше 14 тысяч человек. К сожалению, не обошлось и без жертв. Правительство Махараштры объявило чрезвычайную ситуацию, направив в пострадавшие районы команды спасателей и гуманитарную помощь. Вулкан Мерапи, один из самых активных в Индонезии, в ночь на 29 сентября вновь проявил активность. После непродолжительного гула и тряски около полуночи из кратера вулкана начался спуск раскаленных лавовых потоков по юго-западным склонам в сторону реки Бебенг. Спустя чуть более получаса сошел новый поток лавы, устремившись в том же направлении. Уровень тревоги остается на 3-й отметке из 4 с запретом приближения ближе, чем на 7 километров к вершине. По данным Центра вулканологии и геологической опасности, это часть продолжающегося извержения, начавшегося в 2020 году, с ежедневными лавовыми сбросами и газовыми выбросами. Мерапи – стратовулкан высотой 2910 метров на границе Центральной Явы и специального округа Йогьякарта, находится в постоянной активности с 1548 года. Только в 21 веке произошло уже более 50 извержений. В Чили от ледника Брюген в Южной Патагонии откололся высокий ледяной шпиль, который с грохотом рухнул в воды фьорда Эйр, вызвав фонтаны брызг и волну до 5 метров высотой. Расположен ледник в национальном парке Бернардо-О'Хиггинс. Это часть южно-патагонийского ледникового поля, которое третье по величине в мире после Антарктиды и Гренландии. Длина ледника около 64-66 километров, ширина 6 километров, высота ледяных стен достигает 70-80 метров. Регион Асир на юго-западе Саудовской Аравии столкнулся с одним из самых мощных штормов осени. Сильные грозы, сопровождающиеся ливнями, градом и порывами ветра до 60 км в час, вызвали внезапные наводнения в деревнях Карда и окрестностях Абыха. По данным Национального центра метеорологии, осадки достигали 50-80 мм за несколько часов, что привело к подтоплению улиц, смыву автомобилей и временному закрытию дорог. В отдельных районах выпал крупный град, повредивший автомобили, крыши и уничтоживший часть урожая на полях. Гражданская оборона Саудовской Аравии провела более 150 спасательных операций, эвакуировав 80 человек из затопленных мест. Асир – один из самых зеленых и гористых регионов Саудовской Аравии, но его сухие русла рек превращаются в ловушки во время ливней. Этот шторм – часть сезонных муссонных дождей, усилившихся в последнее время из-за глобального потепления. По данным Национального центра метеорологии, в сентябре осадки в юго-западных провинциях на 30% превысили норму из-за аномально теплого Индийского океана. Огромную морскую черепаху спасли из рыболовных сетей у берегов Приморья. Это кожистая морская черепаха. Взрослые особи достигают размеров 2,5 метра, а весят от 300 до 700 килограммов. Рептилию обнаружили в бухте Разбойник острова Аскольд. Бедняга оказалась в этих водах по ошибке и запуталась в рыболовных сетях. Обычно эти черепахи обитают в тропических морях, но иногда заплывают в воды умеренных и северных широт, дальше, чем все сородичи. То ли это сбой в навигации, то ли теплые течения увели ее так далеко от привычной среды обитания. Но в любом случае все закончилось благополучно. Ей помогли выбраться из сетей, после чего черепаха уплыла в теплые воды. Египтянин сдвинул зубами судно весом 700 тонн и попал в книгу рекордов Гиннесса. Борец и чемпион по пауэрлифтингу Ашраф Мохаммед по прозвищу Кабонга
хотел побить предыдущий рекорд и увеличить вес минимум на 50 тонн, чтобы установить новый мировой рекорд и составить конкуренцию рекордсменам, чьи достижения ранее включали в себя тягу поезда и 11 грузовиков. Махрус не только справился с задачей, но и для верности потянул сразу 2 судна общим весом 1150 тонн. Видео и фото уже отправлены в Книгу рекордов Гиннесса для официальной верификации. Эксперты уверены, что это станет новым достижением. Кабонга выбрал Хургаду для реализации этой цели, стремясь поддержать развитие туризма в Египте. Египетский лидер заявил, что подобные достижения повышают авторитет страны на международных форумах. На восточном краю Солнца вчера около полудня по московскому времени зарегистрирована импульсная вспышка класса М6,4. Максимум энерговыделения, согласно измерениям рентгеновского излучения Солнца, пришелся на 11 часов 43 минуты. Событие является крупнейшим с 19 июня текущего года, то есть более чем за 3 месяца. Все всплески активности, наблюдавшиеся после этой даты, проходили на более низком уровне. Взрыв произошел на фоне растущей активности Солнца. Число и мощность солнечных вспышек начали расти в пятницу вечером. В субботу за сутки на звезде было зарегистрировано 19 вспышек, в том числе 3 события М-класса, хотя и более низких баллов. В воскресенье с утра активность снизилась, что даже создало впечатление, что запасы энергии на звезде исчерпываются. Однако новый взрыв, заметно превысивший по силе предыдущие, поставил эту оценку под сомнение. По поводу возможного влияния события на Землю информация пока противоречивая. Событие довольно сильно смещено относительно линии Солнце-Земля, что значительно снижает связанные с ним риски. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.